Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні на ваші прохання приготую пиріжки із замороженою смородиною. Гадаю, вона у багатьох є, тож готуйте та насолоджуйтесь. Опару ставлю на кефире и воде. Беру 1 к 1 по 125 грамм. Если кефир взяли холодный, подогрейте сильнее воду и проверьте, чтобы эта смесь была приятно теплой. Выливаю в миску для замеса. Добавляю прессованные дрожжи. Можете заменить сухими активными. Берите в 2,5 раза меньше. Перемешиваю, чтобы они немного растворились. И добавляю муку. 150 грамм из общего количества. Вымешиваю до однородности. Накрываю, чтобы сверху не подсыхало. И оставляю для подъема. Пока она подходит, я приготовлю продукты. Для теста понадобится 2 яйца. Я беру средние и у меня домашние. 1 желток я отделила для смазывания пирожков, но его будет много, поэтому я чуть-чуть отделяю, добавляю в тесто, а к оставшемуся добавлю 2 чайные ложки воды. Перемешаю, затяну пищевой пленкой, чтобы не подсыхало. Добавляю сюда соль, пакетик ванильного сахара, обычный сахар и растительное масло беру без запаха. Здесь 50 грамм, но выливаю не все. Немного оставляю для вымешивания теста. Где-то столовую ложку. Все это хорошо перемешала и жду, пока подойдет опара. За 25 минут вот так вот хорошо подошла опара. Пористая, воздушная. Выливаю сюда подготовленные продукты. Немного перемешиваю и высыпаю муку. Но не всю, а пару столовых ложек оставлю. Буду смотреть по тесту. Если понадобится, вмешу ее на столе. Начинаю замес, как всегда, ложкой. Ну а домешивать, конечно, надо руками. Добавляю сюда растительное масло, то, которое оставляла. С ним легче вымешивается тесто, не так прилипает к рукам. Хорошо собираются все сухие крошки, которые остаются на дне. Продолжаю вымешивать в миске вот таким вот образом, до однородности. Подхватываю тесто рукой, не пальцами, а набираю полную руку. Тогда она не так устает. И хорошо вымешиваю, растягивая тесто. Оно уже становится более эластичным, не так легко разрывается, отходит от донышка. Вот теперь можно его домешивать на столе. Высыпаю ту муку, которую оставляла. Возможно, добавлю еще немного. Вы тоже смотрите по своему тесту. Подтягиваю краешки в середину, обваливаю тесто в муке и продолжаю вымешивать. По чуть-чуть ее подсыпаю. И вот теперь смотрите по тесту. Если оно остается очень липким, немного муки добавьте. Если видите, что справитесь, смазывайте коврик растительным маслом и вымешивайте на масле. Вот видно, что тесто начинает цепляться к коврику. Еще достаточно липкое, но муки больше добавлять не буду. Смазываю коврик растительным маслом. Руки тоже. И продолжаю вымешивать. На вот таком вот тесте получатся очень мягкие и пышные пирожки. Но его еще надо домесить. Замешивайте так, как вам удобно. Сразу его, конечно, порастягивайте, а потом можно его таким вот способом. Во время вымешивания тесто становится более эластичным и менее липким, но в конце я его отбиваю. Ударяю со всех сторон, не надо сильно, и пару минут будет достаточно. Вы руками сразу почувствуете, как меняется тесто во время отбивания. И вот посмотрите, какое получается тесто. Гладкое, очень мягкое остается, но можно сказать не липкое. Если немножко и прилипает, то на руках не остается. Подкатываю в шар. Миску смазываю маслом. Накрываю и оставляю для подъема при комнатной температуре. Если у вас холодно, то поставьте в теплое место. Прошло 40 минут. Делаю ему обминку.
Тесто очень мягкое, приятное, просто как шелковое. Под руками пищит. И на поверхности много-много маленьких пузырьков. Снова накрываю и оставляю где-то на полчаса. Через 10 минут тесто уже можно будет разделывать, а значит пришло время приготовить начинку. Заблаговременно ее не готовьте. Для нее понадобится повидло, у меня домашнее яблочное. Можете взять любое другое, лишь бы оно хорошо подходило для выпечки, не вытекало из пирожков. И обязательно согрейте его до комнатной температуры. Хорошо разминаю вилочкой до однородности, чтобы не оставались комочки. И высыпаю сюда замороженную смородину. Размораживать предварительно не надо, чтобы она оставалась целенькой. Перед заморозкой я ее перебираю, мою, просушиваю на полотенце в один ряд и только потом замораживаю. Тогда она не комкуется, ягодка каждая сама по себе, и перед использованием не надо уже ее промывать. Аккуратно перемешиваю снизу вверх, не придавливая. И лучше это делать лопаткой. Разравниваю, пусть она немножко согревается. Возвращаюсь к тесту. Прошло полчаса. Тесто снова хорошо подошло. Вот такое шикарное, пышное, воздушное. Подкатываю в жгутик, делю на 15 кусочков весом примерно 65 грамм. И надо будет все их подкатать в плотные гладкие шарики. Для этого сразу выдавливаю большие пузыри воздуха, прижимая тесто к столу. Подтягиваю краешки в середину, тоже придавливая. И округляю. Тесто мягкое, хорошо подкатывается. Даже донышко получается ровным, без ямочки. Накрываю и оставляю минут на 10. Пусть расслабится клейковина, тогда оно легче будет раскатываться. Время прошло, тесто еще немного подошло. Можно раскатывать. Излишки масла вытираю. И как вам удобнее, на муке или на растительном масле. Я буду подпылять мукой. Каждый шарик еще дополнительно со всех сторон обваливаю в муке и раскатываю в круглую лепешку. Переворачиваю гладкой стороной вниз, это будет верх пирожка. И точно так же раскатываю все остальные. Много муки не подсыпайте, она не должна оставаться уже на раскатанном тесте, иначе оно будет плохо склеиваться. Подпыляйте так, чтобы оно только не прилипало к скалке и к коврику. Раскладываю начинку, набираю ее полную чайную ложку с горкой, аккуратно, чтобы не подавить ягоды. Для этой порции теста получается ее достаточно. Я взяла повидло 300 грамм, смородины 200. Не добавляйте больше, начинка получится кислая. Кстати, она остается холодной, не ледяной, как смородина, а перемешанная с повидлом, просто холодная. И пусть вас это не пугает. Смородина ягода капризная. Если ее полностью разморозить, она не сохраняет свою форму, выделяет сок сама по себе. А если делать пирожки, добавляя сахар, то еще больше потечет сразу же на тесте. Если пить пирожок будет очень сложно. Вот такой вариант для смородины подходит больше всего. Повидло здесь заменяет сахар и связывает ягодки. Работать с такой начинкой очень удобно. Пирожки буду делать самые обычные, форма лодочки. Мне их надо испечь за один раз, все это уложить на один листик, поэтому другая форма не подойдет. Закрываю сразу одну сторону от середины к краешку, потом вторую. Хорошо защипываю и краешки подтягиваю к середине. Так пирожок получится не такой длинный, более аккуратный и более пышный. Старайтесь, чтобы между тестом не попала начинка. Так шовчик будет более крепкий. Много теста сюда не натягивайте. Гребешок должен получиться тоненький, маленький. Загибаю его в сторону, слегка придавливая. Тем самым закрываю шовчик. И получается вот такой вот пирожок. Красивый, аккуратный и гладкий сверху. Потому что тесто при раскатке переворачивала гладкой стороной вниз. Тесто очень приятное в работе. Легко слепляется. Главное, не подсыпайте много муки. И не наливайте много масла, если разделываете на растительном масле. Видно, что оно мягкое, пышное, пузырится на шовчиках, но не прилипает к рукам. Я вот делаю все эти пирожки и ни разу не подпыляла руки мукой.
Еще его плюс в том, что оно универсальное. Из одного замеса вы можете сделать пирожки с разной начинкой, сладкой или соленой. Так, сделала все пирожки. Теперь один бачок каждого пирожка надо хорошо смазать растительным маслом. Я это уже несколько раз показывала в своих видео. И перекладывать на листики их буду также. Смазанный бачок к несмазанному. Лежать они будут плотненько, а после выпечки вообще склеятся. И чтобы их легче можно было разделить, чтобы не выпадала начинка, один бачок обязательно смазывайте маслом. Разложила их на небольшом расстоянии, насколько это возможно было. Накрываю пленкой и оставляю для подъема. Пирожки подходили 20 минут. Несмотря на то, что начинка холодная, вообще дрожжевое тесто с холодной начинкой не дружит, плохо подходит. Но это тесто само по себе легкое, не забито сдобой, особенно сахаром. Сахар, кстати, утяжеляет тесто. Поэтому подошло быстро и хорошо. Но время зависит еще от того, насколько тепло у вас на кухне. Если холодно, то создавайте им более тепличные условия. Аккуратно смазывая разведенным желтком, чтобы не осадить тесто. И духовку включу на разогрев только тогда, когда смажу все пирожки. Греется она быстро. Это моя новая духовка настольная. Нагревается за 8 минут. За это время желток на пирожках подсохнет, и колеровка получится более яркая и глянцевая. Обязательно подсушивайте смазку перед выпечкой. Пирожки выпекались 20 минут при температуре 225 градусов. Еще раз повторюсь, это в моей новой настольной духовке. Она более слабая, поэтому температуру надо задавать выше. Средний уровень духовки с конвекцией. И при выпечке один раз разворачиваю листик, чтобы пропекались более равномерно. Раньше своей выпекала при температуре 180-190 без конвекции. Вот такие вот они все разные. Сразу после выпечки присутствует тоненькая корочка, но после остывания будет такая же мягкая, как и сам пирожок. 10 минут они полежали на листике, перекладываю на решетку до полного остывания, иначе здесь донышко будет потеть. Вот так хорошо пропекается донышко. Видно, что начинка нигде не вытекает, пирожки целенькие, сухие. Они еще не полностью остыли, хорошо теплые. Посмотрите, как легко разделяются, какое пышное тесто, волокнистое, и нигде не выпадает начинка. Вот тесто тоненькое, но оно не разрывается. И вот такие вот на разломе. Мягкие, пышные. Тесто одинаковым слоем как сверху, так и снизу, поэтому на шовчик не натягивайте его много. Начинки достаточно, видно, что она сочная. Смородина остается целенькая, но ведет себя интересно. Окрасила повидло, и начинка с ней получается более сочная. Не такая, как одно повидло. По вкусу оно вообще не чувствуется, только вкус смородины. Пирожки получаются вкусные, ароматные и при правильном хранении долго остаются мягкими. Готуйте с удовольствием і приємного вам чаєпітія. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за перегляди, вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди бажаю вам всього найкращого.